Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов, который готовила моя бабушка – тертым пирогом с яблоками. Для начинки можно использовать не только яблоки, но джем или варенье. Получается песочное тесто с ароматными яблоками. Берем 200 грамм мягкого сливочного масла, 150 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, щепотку соли и перебиваем все погружным блендером, либо обычным миксером до однородности. По одному добавляем 2 яйца комнатной температуры и каждый раз взбиваем. Должна получиться однородная масляная масса. Нам понадобится 450 грамм муки. Отсыпаем отдельно 3 столовые ложки. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошо перемешиваем. Это нам позволит плавно распределиться разрыхлителю в тесте. Добавляем к маслянистой смеси и перемешиваем. Муку вводим постепенно и будем добавлять до тех пор, пока удобно нам замешивать будет тесто лопаткой. Как только тесто станет тугое, переходим на стол, предварительно припыляем его мукой. Продолжаем постепенно подсыпать муку, замешиваем тесто до тех пор, пока не используем всю муку. Так как тесто содержит масло, нам нужно его очень быстро замесить, так как масло будет таять и вбирать в себя много муки. Поэтому добавляем и быстро его замешиваем. Оно получается мягенькое и эластичное, не липнущее к рукам. Делим тесто на 2 неравные части, одна больше, вторая чуть меньше. Маленькую часть кладем в пакет и отправляем в морозильную камеру на 30 минут, чтобы тесто застыло. Берем противень, застилаем пекарской бумагой, перекладываем основную часть теста и пытаемся распределить руками по всей поверхности. Далее перекладываем на стол и равняем при помощи скалки. Перекладываем на противень и равняем тесто до бортиков. И чтобы тесто не растаяло, пока будем делать начинку, отправляем в холодильник. Берем 1 кг яблок и трем на крупной терке. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку сахара. Хорошо перемешиваем. Выкладываем яблоки на сухую сковороду и будем тушить до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость. На это у вас приблизительно уйдет 10-15 минут. Периодически помешивая. Вынимаем тесто из холодильника, выкладываем сверху начинку и равняем по всему периметру. Далее достаем из морозильной камеры вторую часть теста и натираем на крупной терке по всей поверхности. Аккуратно равняем тесто и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 40 минут. Вот такой румяный красивый пирог у нас получился. Даем ему полностью остыть, только потом нарезаем. Подаем к чаю и наслаждаемся вкусным прекрасным пирогом. Всем приятного аппетита и до скорых встреч. Пока-пока!